Всем привет! Несколько лет назад по интернету широко разошлась фотография под названием «Поцелуй Иуды». И ее связали с грустной историей, которая сделала ее вирусной. Сегодня все еще появляется эта фотография, чтобы создать антирекламу жестокой корриде, когда на арене на глазах восторженных зрителей убивают быка. История самой фотографии показывает, что она была использована, чтобы рассказать историю, которая не связана с ней. Мы живем в мире, где каждый может придумать историю, которая привлечет внимание к их делу. Благодаря интернету, напичканному поддельными новостями, стало довольно сложно найти правду. И большинство людей даже не досуживаются проводить простой анализ преподносимой информации. Они просто принимают за истину то, что они видят. И это именно то, на что рассчитывают фальшивые рассказчики. Немного библейская история, на которой намекает само название «Поцелуй Иуды». Согласно Библии, один из учеников Иисуса, Иуда Искариот, поцелуем указал страже на своего учителя, которого после арестовали и казнили. Тем самым это благое на первый взгляд деяние, как поцелуй, несет символ предательства, что часто любят упоминать верующие и те, кто себя к таким ассоциирует. На самом деле история с этой фотографией – это история храбрости и в некотором смысле о защите животных. И она, безусловно, заслуживает того, чтобы ее рассказали. Но давайте начнем с вирусной, фальшивой истории. Все началось в 2015 году, когда блогер нашел фотографию вместе с историей на своей странице в Facebook. В своем блоге за август 2015 года он объясняет, что просто использовал фотографию и историю в качестве ссылки, чтобы подчеркнуть свой блог как таковой, который также неравнодушен к страданиям миллиардов животных. Вот ложную историю, которую он получил с фотографией. Сегодня утром на моей странице Facebook появилась трагическая и душераздирающая история. Возможно, вы видели это сообщение в другом месте. Картина, которую испанские газеты называют «Поцелуй Иуды», почти рассказывает всю историю. На ней изображен хозяин быка, который воспитывал и ухаживал его. После того, как животное выросло, оно было продано для корриды. Находясь на ринге, где быка жестоко пытали для развлечения больных и безмозглых людей, он в толпе увидел своего любимого и доверенного друга и, надеясь на помощь и облегчение, побежал к нему. Поцелуй – это все, что он получил. Предательство было завершено. Из-за того, что запечатлено на фотографии, предательство этого быка носит особый характер. Это именно тот момент, когда беспомощное существо обращается к своему другу, которому оно верит, что он поможет или захочет ему помочь. Фотография с этой историей уже появлялась в 2012 году на различных сайтах. И, конечно же, она разошлась по социальным сетям. В этом посту даже видно, что Facebook посчитал эту историю фальшивой. Фотография не была вирусной до 2016 года. Именно тогда активисты по защите прав животных использовали фотографию, которая якобы была названа испанской газетой «Поцелуй Иуды», чтобы создать петицию против корриды. Она была быстро подхвачена веб-сайтами, которые создавали страницы с ужасающими картинами, позаимствованные из таких мест, как Википедия. Заголовки и показанные фотографии всегда были одинаковы. «Поцелуй Иуды». Фотография в сочетании с этой историей сделала то, что она должна была сделать. Это освежило сознание ужасного положения, через которое эти быки должны проходить, чтобы удовлетворить жажду крови кровожадной толпы. И это разозлило и возмутило людей настолько, что петиция стала вирусной. Так какова же настоящая история? Очевидно, что люди, заботящиеся о животных, сделали эту историю вирусной, подписав и поделившись петицией. Так зачем нужно было придумать такую историю, как эта? Почему бы не стоило использовать реальную историю с этой фотографией? Да потому что настоящая история не звучит настолько сенсационно. Это не заставляет людей чувствовать гнев и возмущение. Это возвращает нас к тому, что можно заметить на этой фотографии, что там что-то не так. Там на фотографии прыгун через быков или рекордадор, а не тореадор. Испанская традиция корриды глубоко укоренилась, и ее трудно изменить. Благодаря рекордадорам есть надежда, что в будущем ужасное и кровавое зрелище будет полностью заменено этими ненасильственными прыжками через быков. То есть они наконец могут получить признание, которого они заслуживают. Рекордадоры соревнуются в уклонении и перепрыгивании через быков. И все без использования каких-либо сабель или накидок. В этом спорте животным не наносится никакого вреда. Быки бросаются на спортсменов, потому что это то, что они обычно делают. Это в их стиле нападать на движущиеся предметы.
Особенно если их выводят из себя, чтобы они разозлились, то есть стали агрессивными. Такой вид спорта, как перепрыгивание через быка или таврокатапсия, не совсем новый. Это было со времен легендарного короля Миноса из минойской цивилизации. Но он получил возрождение среди молодых, ищущих острых ощущений испанских мужчин. Испанский фотограф Риохано Эдуардо дель Кампо подтвердил в телефонном разговоре с агентством France Press, что он проверил фото соревнований, на которых была сделана вирусная фотография, и что он нашел снимки, похожие на тот, который, по его мнению, был выхвачен из контекста. Он предоставил фотографию, показанную сейчас, немного отличающуюся от вирусной фото, но там вы видите тот же момент поцелуя. По электронной почте Кампо пояснил. Фотография сделана на арене в Эстеле, провинция Наварра, 9 августа 2011 года во время соревнования рекордодоров. Фотограф отправил агентству оригинальное цифровое изображение, которое подтверждает, что оно было сделано именно в тот день. Кроме того, благодаря фотографу Кампо, агентство France Press связалось с рекордодором, который на фото, Оскаром Хольгадо. Он в телефонном разговоре подтвердил, что это именно он на фотографии. Бык обернулся и поднял лицо, чтобы понюхать меня, либо посмотреть, что там, вспомнил он. Он поднял голову и дал мне поцеловать его. Это не первый раз, когда я так делаю, подчеркнул он. Оскар сообщил, что в зависимости от региона бык не убивается после праздника. Например, в Наварре, где была сделана фотография, законодательство определяет, что соревнования рекордодоров представляют собой шоу, на котором участники конкурируют за прыжки или надевание на рога колец. Предприниматель, который поставляет быков на такие соревнования, подтвердил, что животные после конкурса возвращаются домой. И это действительно так и было. В случае вирусного фото с быком. Чтобы быть в команде рекордодоров, нужно не только иметь много мужества. Вы должны быть спортсменом, чтобы перепрыгнуть через животное весом полтонны, вооруженным смертоносными рогами, которые бегут прямо на вас. Также полезно быть быстрым и остроумным, чтобы быстро увернуться от быка в последнюю секунду, прежде чем он сможет ударить вас своей сильной головой или зацепить вас одним из своих рогов и подбросить в воздух, как тряпичную куклу. Быть пойманным быком наверняка станет причиной попадания в список самых мучительных способов умереть. Прыжки через быка – это опасный вид спорта для людей, а не для быков. Хотя на данный момент никаких травм не было. Молодые люди являются профессионалами, и они знают, что делают. Как вы можете видеть на этой фотографии, рубашка этого прыгуна имеет тот же командный цвет, что и рубашка молодого человека на фотографии, названной «Поцелуй Иуды». Каждый год команда рекордодоров собирается на стадионе Плаза де Торрес в Валенсии, чтобы побороться за чемпионство. У каждой команды есть 5-7 рекордодоров. Внутри арены они по очереди привлекают внимание быка, чтобы увернуться или перепрыгнуть через него. Та команда выиграет, в которой лучшие и самые смелые рекордодоры. На этом видео показаны команды в тех же футболках, что и молодой человек на фото, названном «Поцелуй Иуды». Как вы теперь знаете, фотография была скопирована, чтобы изобразить бессердечие и жестокость кориды и всех людей, связанных с ней. На самом деле это фотография рекордодора, целующего быка. Теперь мы знаем, что это не поцелуй Иуды. Было бы полезно отменить кровавую кориду навсегда, чтобы помочь этому виду спорта завоевать столько же зрительских сердец, как и корида, стать серьезной конкуренцией кориде и постепенно заменить ее навсегда. В убийстве истощенного, раненого и умирающего животного нет ничего героического. Настоящие герои – это рекордодоры, и со временем билеты на их выступления будут раскупаться, а места на кориде станут пустыми. Вот какая подлинная история с фото «Поцелуй Иуды». Если вам понравилась история и вы хотите дальше узнавать что-то интересное о животных, тогда подписывайтесь на канал. Всем пока и до встречи.